Информация, которой я поделюсь с вами в этом видео, навсегда изменит ваш подход к деньгам и поможет вам привлекать их быстрее и легче. Если вы усвоите эти два важных урока, деньги начнут приходить в вашу жизнь. Эти уроки настолько просты, что каждый из вас сможет применить их в своей жизни. И результат вас точно удивит. Смотрите это видео до конца, чтобы быть богаче и счастливее. Многие из нас привыкли думать, что деньги начинают приходить тогда, когда мы много и усердно работаем. Но это не совсем так. Работать, конечно, важно, но это не является ключевым фактором для привлечения денег. Есть гораздо более важные вещи, которые определяют, насколько быстро и легко деньги проявляются в вашей жизни. Проблема в том, что когда мы сосредотачиваемся только на работе и стараемся все контролировать, мы часто забываем о более глубоком аспекте процесса. Ведь деньги – это не просто результат упорного труда, а нечто большее. Наши эмоции, наши мысли, даже наши чувства играют огромную роль в привлечении денег. Наше внутреннее состояние, наши установки, наши убеждения влияют на то, сколько денег в нашей жизни есть сейчас. Например, если в нашей жизни есть стресс, напряжение, тревога, то мы блокируем возможность деньгам прийти им в нашу жизнь. И наоборот, когда мы открыты для позитивных изменений, когда полное доверие процессу, когда полное доверие внутреннему истинному «я», то деньги начинают приходить в нашу жизнь легко. Вот как говорится, деньги к деньгам. И кто-то со стороны может посмотреть на человека, к которому постоянно идут деньги, и думать: да вот я вроде бы работаю, стараюсь, но вот у меня никак не получается. А вот тот вот и ходит, и танцует, и радостный, и счастливый, и вроде бы так особо ничего не старается, не делать, а у него постоянно деньги. Да что ж такое? Деньги приходят не только через труд, а через состояние. Не зря же говорят про богатых. Состояние этого богатого человека, там, например, 3 миллиарда. И когда говорят про состояние этого человека, речь идет не только о том, сколько этот человек нажил или заработал, но и о его энергетическом состоянии. Это действительно важный момент, потому что богатство можно измерять не только материально, но и энергетически. Под состоянием мы часто понимаем не только имущество, но и внутреннюю атмосферу, внутреннюю настройку этого человека. Состояние – это не просто цифры на счетах или стоимость активов. Это также то, как человек воспринимает мир, как он управляет своими мыслями, эмоциями, как он ощущает себя в отношении денег и процветания. Это внутренний настрой, который позволяет ему принимать решения, излучать уверенность и привлекать возможности. Когда мы говорим «состояние этого человека», мы подразумеваем, что его внутренняя энергия и уверенность в себе создают некую ауру, которая притягивает богатство. И это не случайность. Такой человек может быть успешным в бизнесе, но его успех не сводится только к уму и трудолюбию. Его внутреннее состояние, гармония, уверенность, спокойствие создают ту атмосферу, в которой деньги начинают приходить естественно. Это как если бы его жизнь была настроена на определенную частоту. И все вокруг, включая деньги, начинают синхронизироваться с этой частотой. Его уверенность и спокойствие передают посыл во Вселенную о том, что я готов принимать изобилие, я готов к богатству, к деньгам. И изобилие, деньги начинают приходить в жизнь этого человека. Так что, говоря о состоянии человека, мы говорим не только о его финансовых достижениях, но и его внутренней энергетике, которая позволяет привлекать в свою жизнь богатство. И вот сейчас те самые два важных урока о деньгах, которые, если вы их усвоите, изменят вашу жизнь навсегда. Первое. Деньги приходят через игру. Позволение себе играть, относиться к жизни как к игре, а к ситуациям, к проблемам относиться как к следующему шагу на пути.
Когда вы понимаете, что каждый шаг в вашей жизни – это часть большого игрового процесса, вы начинаете воспринимать все обстоятельства, даже трудности, какие-то задачи, проблемы, как что-то временное, не несущее тяжести. Вы чувствуете, как будто перед вами есть задача, которую нужно решить, пройти. И вы выходите на следующий уровень, за который вам дают приз, возможность. И вы переходите из одного уровня на следующий уровень. И чем легче вы воспринимаете эту жизнь, тем легче и быстрее деньги идут к вам. Вы просто начинаете наслаждаться процессом, жизнью как игрой, вместо того, чтобы постоянно чувствовать давление и необходимость контролировать каждую деталь. Жизнь становится игрой, в которой вы сами создаете возможности и наслаждаетесь каждым моментом. Если вспомнить богатых и успешных людей, то вы заметите, что они в какой-то степени играют эту жизнь. Возьмите тех же актеров, художников, бизнесменов. Их жизнь часто воспринимается как игра, где они не только стремятся к успеху, но и получают удовольствие от самого процесса. Для них работа – это не просто труд, а способ самовыражения, творческий процесс, где каждый шаг приносит радость и удовлетворение. Посмотрите на известных предпринимателей, того же Илона Маска. Они ведут свои компании, создают новые технологии, но делают это с такой энергией, что кажется, как будто они просто играют. Они не фокусируются исключительно на финансовых результатах. Они идут за своими мечтами. И в этом процессе деньги приходят как следствие их увлечения. Это тот самый принцип, когда мы воспринимаем жизнь как игру. Результат становится не таким напряженным, а скорее логичным следствием нашего внутреннего настроя. А теперь второй урок – это умение расслабиться. Когда мы не умеем расслабляться, мы постоянно в напряжении. Напряжение в нас взращивает тревогу, контроль, страх. И вот этот страх блокирует деньги, не дает деньгам прийти в нашу жизнь. Мы начинаем жить из страха. Мы начинаем проявляться в этой жизни из страха, из напряжения, из тревоги. И вот это состояние страха, считывает Вселенная, жизнь, мир, люди, окружение. Вы идете на работу, работодатель считывает ваше состояние. Вы идете с клиентами потенциальными общаться, тоже считывается ваше состояние. Вы проявляетесь в социальных сетях, и это состояние считывается, состояние контроля, тревоги, страха, напряжения. Нет этой легкости. Люди начинают чувствовать ваши вибрации, вашу частоту. И деньги, возможности как будто бы отворачиваются. Вы вроде бы стараетесь, контролируете, и вот я работаю усердно, и вот там, и вот все под контролем, и вот какое-то напряжение сразу, тревога, и вот деньги все равно куда-то утекают, и все равно не приходят, и как-то все с напряжением, и как-то все трудно, через какие-то постоянно преграды. Мы чувствуем чужую энергетику, и если мы не в гармонии с собой, то окружающие тоже чувствуют этот дискомфорт. Например, когда вы тревожитесь о своих финансах, переживаете, боитесь чего-то, то и действия ваши становятся суетливыми, а мысли запутанными. В такой момент вряд ли можно привлечь деньги, потому что излучаемая ваша энергия не привлекает их. Ваша излучаемая энергия не дает вам увидеть какие-то возможности, идеи, а расслабление дает вам состояние уверенности. Когда мы расслабляемся, мы доверяем этому миру. Мы хотим играть. Мы начинаем понимать и слышать, и чувствовать то, что нам по-настоящему нравится, то, чем мы хотели бы заниматься, то, через что мы могли бы привлекать деньги, через какое-то любимое занятие, любимое хобби. Мы начинаем слышать свой внутренний голос души.
Вот когда расслабляемся, замечали за собой, когда вроде бы каждый день что-то думаешь, да как, и вот так, и вот и не получается, и на работу уходишь, ну вот что, и не могу понять, что мне нравится, чем заниматься. А потом раз и расслабляешься, вот у меня так было, расслабишься, доверишься полностью этому миру, включишь состояние игры и начинаешь слышать свой внутренний голос, что душа твоя говорит, что твое сердце подсказывает, и находишь ответы. Находишь ответы и идешь за этими ответами. И выходишь на дорожку, на тот путь, в котором ты понимаешь, что да, мне это нравится, мне это приносит удовольствие. И как-то и незаметно начинает это привлекать деньги в твою жизнь. Вот так вот услышишь свой голос души, идешь по этому пути, начал заниматься любимым делом, расслабился, и все. И дело начало приносить не только удовольствие, но и деньги. Очень полезно еще расслабляться и играть, когда у вас есть творчество. Займитесь каким-то творчеством, оно помогает вам расслабляться. И вот в этой расслабленности, как в медитации, вы можете услышать какие-то ответы. Расслабление помогает вам вернуть уверенность и спокойствие, а значит и энергетику, которая привлекает положительные события и деньги. Когда вы расслаблены, ваша внутренняя энергия начинает свободно циркулировать, и мир открывает для вас больше возможностей. Вот так мы увидели, что деньги приходят не только через упорный труд, но и через наше внутреннее состояние. Когда мы позволяем себе играть в этой жизни, расслабляемся, доверяем потоку, мы привлекаем деньги в нашу жизнь быстро и легко. И эти два ключевых урока, игра и расслабление, меняют наш подход к деньгам, а значит и нашу реальность. Так что помните, что деньги любят легкость и гармонию. Когда вы перестанете напряженно пытаться их привлечь в свою жизнь, а наоборот расслабитесь, доверитесь, войдете в этот поток игры, в состояние игры, расслабленности, любопытства. А почему бы, да, мне не попробовать? Вот так вот начать жить. Вот так вот начать жить. Вот тогда вы увидите, что деньги начнут приходить быстрее и легче. Потому что успех не приходит только от количества работы. Он приходит и через состояние, которое вы создаете внутри себя. Так что не забывайте, играйте, расслабляйтесь. Пусть деньги будут вашим естественным спутником на этом пути. На этом все. Пишите в комментариях ваши мысли, вашу обратную связь и зафиксируйте день и время вашего эксперимента, когда вы начинаете входить в эту игру. Встретимся с вами в новом видео. Всем пока-пока.